Всем привет, друзья! Вы на канале «Мы в Испании», а мы находимся в Испании, как обычно. И тема сегодняшнего нашего ролика – окупаются ли солнечные панели в Испании. Тема эта непростая, потому что 9 из 10 клиентов, которые собираются установить солнечные панели, они задаются вопросом, а будет ли окупаться их система. И очень много информации, которую находят в интернете, что система очень долго окупается, это невыгодно, и вообще солнца мало, налог на солнце и так далее и тому подобное. И в итоге получается, что клиенты просто не информированы, и по этой причине у них появляются вот эти вот моменты и вопросы. Я как раз разобрался с этим вопросом и хочу с вами поделиться. А вы, если у вас есть какие-то свои наработки, свои мысли, пишите обязательно под видео. И обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Рынок солнечных панелей, именно потребительский рынок для физлиц, появился совсем недавно, но рынок для коммерческих пользователей работает уже достаточное время, уже больше 25, наверное, лет. И вот, собрав эту информацию, мы сейчас и как раз разберем все этапы. Это прошлое, настоящее и будущее солнечных панелей. Мы совсем недавно пообщались с испанским коллегой, и я как раз задал вопрос, существует такое понятие, что вот клиенты подходят и говорят, что солнечные панели не окупаются в Испании. Он сказал, да, есть такое. Ситуация какая? В Испании солнечные панели, именно коммерческие, были уже установлены много лет, там 15, 10, 15 лет, там 20 лет, 25. И вот то, что мы разговаривали с коллегой, ситуация такая. Раньше стоимость одной солнечной панели была очень высока. И, соответственно, монтаж той системы, которая монтировалась там 15-20 лет назад, естественно, в целом сумма была очень велика. И могли ее установить только крупные компании, холдинги или операторы именно такого сбытового рынка электроэнергии. И в то время физические клиенты, которые устанавливали солнечные панели именно в тот момент по дорогой цене, и, естественно, при расчете солнечных панелей учитывался срок окупаемости, и писали, мы даже сами рассчитывали, писали срок окупаемости от 19 до 20 лет. И, соответственно, когда сейчас пересчитываешь вот эту солнечную панель, солнечную плантацию, которая работает, и получается, что она, конечно, еще там 20 лет, допустим, не прошло, ее установили 10 лет назад, то есть она еще себя не окупила. И срок окупаемости будет еще впереди 10 лет. Помимо самих стоимости солнечных панелей, которые 20 лет назад стоимость была очень высокая, и солнечные панели стоили очень дорого, сами солнечные панели были меньшей мощности, чем есть сейчас на рынке. Есть плантации, которые работают в Испании, мощность каждой панели 80 Вт всего или 100 Вт. И, соответственно, площадь самой солнечной панели значительно меньше, чем сейчас есть на рынке. И стоимость каждой панели дешевле. Но для того, чтобы закрепить солнечную панель, еще нужны специфические элементы самой структуры. И вот представьте, что 10 лет или там 15 лет назад устанавливали каждую 100-ваттную панель. На каждую 100-ваттную панель шел крепеж, там 4 элемента крепежа, ну плюс конструкция и так далее и тому подобное. В целом сейчас 550-ваттная панель, которая сейчас очень широко вышла на рынок, тоже требует всего лишь 4 крепежа, и получается, что экономия в 5 раз идет на саму структуру и на сам монтаж. Соответственно, сам монтаж, то есть человек, который крепит эту панель, тратит значительно меньше времени, значительно меньше усилий, и в расчетах, не окупаемости, а в расчетах именно производства работ, стоимость производства работ, учитывается 4 точки крепежа. То есть 100-ваттная панель 4 точки крепежа и там 600 или 550-ваттная панель тоже 4 точки крепежа. Соответственно, монтаж, стоимость остался примерно тот же самый, а стоимость самих солнечных плантаций, монтаж, который монтируется, который сейчас, естественно, значительно дешевле, чем были 10-15 лет назад. Резюмируя прошлое, в целом можно сказать, что те системы солнечные, которые были смонтированы много лет назад, стоимость материалов и оборудования была очень высокая, потому что это были новые в то время технологии. Срок, вернее, окупаемости был достаточно длинный, 19, 15, 20 лет. И те системы, которые смонтированы
10, 15, 20 лет назад, естественно, они еще, 20-летние, может быть, уже и окупаются, а вот 10-15 лет они еще, естественно, не окупились. Ну а теперь поговорим о настоящем. Возвращаемся в наше настоящее, в будущем мы потом отдельно поговорим. Сейчас у нас на рынке прогресс вообще солнечных возобновляемых технологий, мы видим это прекрасно, прогресс очень большой. Очень огромное большое количество фирм, компаний, производителей выходят на рынок. Это не только европейские производители, очень много азиатских компаний, итальянские компании, очень такие есть, скажем, компании, которые из стран СНГ, это Азербайджан вышел со своими солнечными панелями. Рынок со всех сторон очень стимулируется, очень много финансируется именно инвестиционных проектов. И на сегодняшний момент мы видим, что стоимость самого оборудования, безусловно, идет на спад, то есть снижается. Стоимость инверторов падает, стоимость самих солнечных панелей. Был этап, 2 года назад солнечные панели придержались, это сказалась пандемия, сказались вот эти вот все моменты, связанные именно с остановкой работы, с дефицитом микрочипов и так далее. Но на сегодняшний момент все это дело преодолено. Процесс идет такими семимильными шагами, и то, что мы видим на рынке, что на данный момент цены значительно ушли вниз, и доступность самих солнечных панелей, самих солнечных электростанций, естественно, превысила все ожидания. То есть любой человек сейчас, не входя, не вбивая свою семью в долги, может установить себе солнечную панель. И вернусь и повторю еще раз, что сегодня окупаемость солнечных панелей, солнечных станций, которые монтируются сейчас, уже вышла на 3,5-4 года. И получается, что клиент, когда приходит и спрашивает про информацию, сколько у меня будет окупаться солнечная система, и когда мы говорим, что делаем расчеты, и по расчету понимаем, что ваша солнечная система окупится через 4 года, некоторые вдаются в сомнения, говорят, нет, как же, 15-20 лет должно было быть. Да, вы берете данные старые, вот то, что мы говорили в начале этого ролика. А сейчас, конечно, окупаемость, цена ниже, естественно, монтаж остался тот же. В целом срок окупаемости солнечных станций, солнечных электростанций, которые потребитель устанавливает у себя, естественно, сейчас значительно меньше и короче. То есть, если было раньше 20 лет, сейчас 4 года. Естественно, это выгодно. После 4 лет вы получаете уже прибыль, ваша электростанция вырабатывает, отдает энергию в сеть, вы получаете не только бонус в качестве своих преимуществ, но вы имеете возможность не заморачиваться, пользоваться электроэнергией, не экономить электроэнергию, устанавливать больше различных технологичных вещей, тепловых насосов, обогрев бассейнов и так далее и тому подобное, если есть у вас возможность для размещения. Ну и теперь поговорим о будущем. Будущее, то, что нас ждет, в принципе, уже настолько стандартизировано, и многие производители в этом году, сейчас у нас 2023 год, многие производители солнечных панелей создали такую хартию и между собой договорились, что размеры солнечных панелей в будущем, которые будущее они считают с 2025 года по 2035 год, десятилетие, будет 2 метра 83 на метр 13 сантиметров. Для чего это и к чему это приведет? То есть в будущей системы, все компланарные системы, все системы структуры крепежа, они будут рассчитаны под этот размер. Соответственно, вводится большое количество конструкций, которые будут замещать фасады домов. То есть то, что сейчас практически не встречается, может быть где-то в Германии, в азиатских странах. То есть фасады домов будут полностью рассчитываться под эти размеры, с системами интегрированными крепежа под эти солнечные панели. И еще раз повторюсь, 2 метра 83 сантиметра это будет длина солнечной панели, ширина метр 13 сантиметров. Вот этот стандарт, мощность останется, скорее всего, которая сейчас есть на рынке, до 870 Вт.
И в дальнейшем цена, так как производители не нужно будет изобретать велосипед, делать различные размеры, различную толщину, то есть все будут, условно, дворовым языком сказав, клепать один и тот же размер, себестоимость производства будет еще ниже, система будет в целом тоже будет дешеветь, и, соответственно, перспективы установки солнечных панелей перейдут на следующий уровень. И если вы сейчас еще не установили солнечные панели, вы можете либо уже перейти, потому что этот стандарт уже продается, и если у вас там в перспективе строится дом и так далее, то со следующего года, там 24-25 год, будет рынок перефразироваться, переменяться, и все вот эти новые стандарты, новые технологии, новые системы интегрированного фасада, все это будет внедряться в жизнь, и, соответственно, система будет еще удешевляться, и прибыль, которую можно будет получить со своей солнечной системы, будет только увеличиваться для вас. Ну и делаем вывод, друзья. В Испании в перспективе, естественно, все солнечные, все современные технологии, они уже пришли, они уже есть, они в действии. То есть в Испании в дальнейшем будет все это дело, естественно, оптимизироваться, удешевляться. Солнце никто не отменял в любое время года, 320 дней или там 350, кто по-разному считает. 320 дней, я считаю, в Испании существует солнце. Причем весенние и вот осенние времена также солнечная система вырабатывает по полной. И в дальнейшем мы будем только эту область только будем развивать, и все перспективы у нас еще впереди, так что у вас есть время написать к нам на почту и заказать солнечную систему. Друзья, если понравился вам этот ролик, не забывайте обязательно ставить лайк, подписываться на канал, кто еще не подписался, пишите ваши комментарии, ваши рассуждения, я обязательно отвечу. И до новых встреч, hasta luego, adiós amigos.